Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Iron Maiden. Это британская группа, которая в начале 80-х являлась одной из известнейших представительниц новой волны британского хэви-металла, а позже оказала значительное влияние на развитие металла в целом. Iron Maiden продали свыше 100 миллионов копий альбомов по всему миру. Самым успешным диском по сей день остается альбом «Число зверя», занявший второе место в списке величайших хэви-метал альбомов всех времен, по мнению читателей интернет-издания Music Radar. А в 2012 году в опросе, проведенном компанией HMV, этот альбом был назван лучшим британским альбомом за последние 60 лет. История группы неразрывно связана с именем ее отца-основателя и идейного вдохновителя, басиста Стива Харриса. Принимая участие в различных коллективах, Стив осознал, что имеет собственное представление о музыке, которую хотел бы играть, а лучшее воплощение своих планов – это создание собственного коллектива. И основал свою группу он в аккурат на Рождество 1975 года. Название группы «Железная дева» было позаимствовано Стивом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое орудие пытки с таким названием. Первый состав группы включал вокалиста Пола Дея, гитаристов Терри Ренса и Дэйва Салливана, барабанщика Рона Мэтьюза и самого Стива Харриса. Группа сразу же начала давать концерты в клубах, и хоть гонорары за выступления были незначительными, популярность коллектива росла с каждым выступлением. Вскоре группу покинул Пол Дэй, который отыграл с Iron Maiden 26 концертов, но не был достаточно хорошим фронтменом. Его сменил Деннис Уилкок, который имел менее сильный голос, но зато умел зажигать толпу и вести себя на сцене. Деннис часто проделывал фокус с кровяными капсулами. Он проводил лезвием меча по губам, одновременно прокусывая капсулы с кровью во рту, после чего изо рта начинала хлестать кровь. Прослушивание вместе с Уилкоком проходил также Дэйв Мюррей, который претендовал на место второго гитариста. С присоединением Дэйва предполагалось увеличить состав участников до 6 человек, но Дэйв Салливан и Терри Ренс, по той причине, что хотели больше времени проводить с семьей, объявили об уходе из группы. И вскоре к Iron Maiden присоединился второй гитарист Роб Энджело. Проявляя свои лидерские качества, Деннис Уилкок часто конфликтовал с остальными членами группы. Вскоре, по причине личной неприязни, он потребовал от Харриса уволить Дэйва Мюррея. В противном случае он сам бы покинул группу. Харрис понимал, что найти хорошего фронтмена куда сложнее, чем гитариста, и потому поддался на условия Денниса. И вскоре таким же путем были уволены Роб Энджело и Рон Мэтьюс. Новым гитаристом стал Терри Вопром, а место барабанщика занял Барри Грэхэм. Осознавая, что одного гитариста недостаточно, коллектив нашел решение в лице Тони Мура, который стал клавишником Iron Maiden. Но после нескольких выступлений стало ясно, что подобное решение не является выходом из ситуации. Весной 1977 года о своем уходе заявил Уилкок. Игра Грэхэма становилась все хуже, а неуместность клавишных уже после первого выступления ни у кого не вызывала сомнений. В результате Харрис пригласил на место барабанщика Дуга Сэмпсона, а на место второго гитариста было решено снова принять Дэйва Мюррея.
Хотя на этот раз против выступил Терри Рэнс, который привык играть сам и не желал присоединения второго гитариста, что и послужило причиной его ухода. А новым вокалистом вскоре был нанят Пол Диано, разгильдяй и хулиган, ставший первым настоящим фронтменом Iron Maiden. Однако смены составов по-прежнему не прекращались, так как группа находилась в поиске второго гитариста. И вместе с тем группа постоянно гастролировала по всему королевству. Накопленные деньги позволили им сделать первое демо. За несколько дней накануне Нового года они записали 4 композиции. Студийная сессия обошлась группе в 200 фунтов стерлингов, но демо не пользовалось особой популярностью, пока не оказалось у диджея клуба Bandwagon, поклонника тяжелой музыки. И во многом благодаря ему вскоре композиция под названием «Бродяга» достигла номер 1 места в метал-чарте. Через своего знакомого Харрис познакомился с Робом Смолвудом, который вскоре стал продюсером группы. Роб сразу же организовал несколько концертов. 3 сентября они выступили разогревом на концерте Motorhead, а уже 6 сентября с группой случился курьез. За 5 минут до выхода на сцену полиция арестовала Пола Диано за несанкционированное ношение холодного оружия. Пришлось им выступать втроем, играя в основном инструментальные вещи. Тем не менее, несколько песен все же было исполнено в оригинальных вариантах, причем вокальные партии взял на себя Стив Харрис. Для привлечения большего внимания Смолвуд посоветовал издать 3 песни отдельным синглом, который можно было бы распространять на концертах. Было напечатано всего 5000 копий, и они разошлись в считанные месяцы, даже учитывая тот факт, что купить пластинку можно было только на концертах или заказав по почте. Рост популярности привлек внимание представителей компании EMI, которые незамедлительно подписали с ними контракт. Но напряженная работа, плотный гастрольный график, алкоголь, курение, недосыпание – все сразу сказалось на здоровье Дага Сэмпсона, послужив причиной его ухода. Новым барабанщиком стал Клайв Барр, которого пригласил на прослушивание только что присоединившийся к группе гитарист Деннис Стрэттон. Новый состав сразу же отправился в студию записывать дебютный альбом. Однако еще до его выхода на прилавках магазинов появился сингл с песней Running Free. И несмотря на свою простоту, это одна из самых ярких песен в творчестве Iron Maiden раннего периода. И неудивительно, что сингл без труда попал в топ-50 английского хит-парада. Дебютный альбом одноименной группе вышел в апреле 80-го и сразу имел успех. Он поднялся до 4-го места в британском чарте продаж альбомов. Он представлял собой хэви-метал в духе Black Sabbath, но более быстрый и энергичный, с воинственными и разнузданными текстами. Уже на первом альбоме, оформителем которого выступил Дерек Рикс, начало появляться чучело чертенка-зомби, прозванного Эдди Голова. Эдди стал талисманом группы и отныне изображался на всех обложках ее альбомов.
Он стал появляться также и на сцене во время концертов группы. Сначала в маске выбегал Росс Смолвуд, а затем и турменеджеры. А на обложках двух ранних синглов Эдди был изображен дерущимся с Маргарет Тэтчер, тогдашним премьер-министром Великобритании, что поначалу стяжало группе протестную и слегка скандальную репутацию. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В мае группа отправилась в большое английское турне. И перед выступлением выяснилось, что Клайв Барр заработал серьезное расстройство желудка и не может играть. Тем не менее, глава гастрольной команды Вик Вэлла и другие дорожники принесли Клайва на сцену на руках и усадили за ударную установку. Концерт он отыграл, но по его окончании упал в обморок, не вставая из-за барабанов. Вскоре, в конце лета, Iron Maiden поддерживают в Европе KISS и играют на фестивале в Ридинге. А по возвращении с гастролей Деннис Стрэттон покинул группу из-за личных и творческих разногласий с Харрисом. Новым гитаристом стал Эдриан Смит, бывший одноклассник Дэйва Мюррея. Его приглашали присоединиться еще перед Деннисом Стрэттоном, но Эдриан надеялся достичь успеха со своей группой, что в итоге не увенчалось успехом. Ну а второй альбом был довольно холодно встречен критикой. Однако группа провела свой первый мировой тур. В это время большинство музыкантов были недовольны работой вокалиста Диана. Он много выпивал, употреблял наркотики и часто не мог петь при необходимом уровне. И решением группы Пол был уволен. Его место занял Брюс Диккенсон, ставший позднее самым известным голосом Iron Maiden. Диана со своей стороны продолжил карьеру, основав одноименную его последнему альбому «Сделай группу» Killers. Однако известным по нынешнее время он остается лишь как вокалист Iron Maiden. Появление нового фронтмена сопутствовало росту популярности группы. А еще в 1982 году вышел третий альбом группы и первый с участием Диккенсона. Брюс, хотя исполнил все вокальные партии на альбоме, даже не значился в титрах при первом издании, так как имел контракт с другой компанией, угрожавшей ему иском. Альбом стал прорывом, заняв первое место в чартах продаж Британии и попав в десятку лучших в США. В поддержку альбома группа провела тур, завершившийся аншлаговым концертом в нью-йоркском Палладиуме. Однако американская часть турне сопровождалась давлением со стороны общественности. Вместо баннера «Добро пожаловать» на юге Америки их встречали плакатами «Убирайтесь отсюда». Христиане, очевидно, не оценили ни название альбома, ни его обложку. В декабре 1982-го барабанщик Клайв Барр покинул группу из-за личных проблем и сложностей с дальнейшим пребыванием в группе. На замену ему был приглашен Ника Макбрайн, с участием которого группа в скором времени выпустила следующий альбом, и новая пластинка стала первой, достигшей платинового статуса в США. Разумеется, глубоко религиозные люди отнеслись к релизу настороженно.
Но вот настоящих гиков он порадовал отсылками к разным культурным явлениям. Здесь есть песня и об Икаре, и о самурае Миямото Мусаси, а, к примеру, песня «Quest for Fire» была основана на фильме «Борьба за огонь» режиссера Жан-Жака Ано. А это, в свою очередь, вольная экранизация книги бельгийского писателя Жозефа Рони, где по сюжету доисторические племена сражаются за огонь, главный источник света и тепла. Разбирать их лирику и расшифровывать смыслы, спрятавшиеся за каждой песней, для истинных интеллектуалов было огромным удовольствием. Что до Клайва, то вскоре после ухода у него диагностировали рассеянный склероз, а к середине нулевых музыкант и вовсе оказался в инвалидной коляске. Бывшие товарищи по группе не бросили его в беде, основали благотворительный фонд и стали перенаправлять туда немалую долю прибыли со своих концертов. Увы, сегодня Клайва уже нет в живых. В 2013-м он умер во сне в возрасте 56 лет. Вдохновленные успехом пластинки, Iron Maiden в сентябре 1984 года выпустили альбом Power Slave, где в одной из песен в вступлении звучит голос Уинстона Черчилля из речи от 18 июня 1940 года, а песня описывает одну из битв между британскими королевскими ВВС и Люфтваффе. Ну а тур, проведенный в поддержку этого альбома, до недавнего времени был самым масштабным в истории группы, поскольку включал 193 выступлений и длился более 13 месяцев. А Эдди теперь управлялся не человеком, сидящим внутри, а сложным механизмом. Кроме того, на последних альбомах ребята стали значительно меньше внимания уделять шокирующей мистической тематике, за которую подвергались критике со стороны религиозных организаций. И, как вы уже догадались, преобладать в лирике стали темы фантастики и истории. К примеру, песня «The Trooper» содержала вообще сюжет о Крымской войне. В конце 80-х ребята вообще отошли от агрессивного звучания к более экспериментальному, записав альбом, где бойкий припев к песне «Alexander the Great» написан будто специально для пения толпой на концерте. Текст скорее дидактичен, чем поэтичен. И песня намеренно построена как урок истории. Она поэтапно описывает эпизоды из жизни и основные завоевания Александра Великого. Следующий альбом вообще стал полуконцептуальным. Хотя, в отличие от аналогичных работ Blind Guardian или Manowar, альбом не содержал подробного сценария и текстовых интерлюдий. Тексты песен этого альбома складываются в рассказ о жизни ребенка, наделенного правительскими способностями и страдающего от этого. Этот альбом основан на книгах фантаста Орсона Скотта Карда. В 1989-м гитарист Эдриан Смит выпустил сольный альбом со своей группой, а в 90-м уже вокалист Брюс Диккенсон тоже начал сольную карьеру, выпустив альбом. И после начала работы над новым альбомом Эдриан Смит покинул группу из-за отсутствия энтузиазма. Его место занял Яник Гирс, первый новый участник группы за последние 7 лет. В 90-м Iron Maiden выпустили альбом, который отличался более грубым звучанием, чем предшествующая запись.
После этого Диккенсон провел сольный тур, но все-таки вернулся в студию к Iron Maiden для записи следующего альбома. Выпущенный в 92-м, он был заметно длиннее. Альбом включал песни, впервые написанные Гирсом, но вместе с тем на нем полностью отсутствовали композиции, записанные совместно Харрисом и Диккенсоном. В 93-м Диккенсон все-таки покинул группу и далее продолжил свою сольную карьеру. Группе пришлось прослушать сотни вокалистов, как известных, так и неизвестных, прежде чем выбрать Блейза Бейли. По той причине, что его стиль пения значительно отличался от манеры исполнения его предшественника, Бейли получил противоречивый прием среди поклонников. В новом составе группа выпустила альбом, который занял самую низкую позицию в альбомном хит-параде Британии. Основной автор песен Харрис испытывал в то время личные проблемы по причине распада его брака, что, по мнению поклонников и критиков, и нашло свое отражение в провале альбома. В 98-м был издан еще более провальный с коммерческой точки зрения альбом. Тур в его поддержку, намеченный на следующий год, вообще оказался сорван по вине Блейза. Вокалист страдал от приступов аллергии и не смог принять участие в живых выступлениях. Iron Maiden провели тур только в 99-м, и для участия в нем им пришлось пригласить бывших музыкантов группы Брюса Диккенсона и Адриана Смита, благодаря чему группа воссоединилась и был записан альбом, после чего состоялся и тур в его поддержку. Тур был настолько удачен, что выступление воссоединившейся группы в Рио-де-Жанейро вышло отдельным концертным DVD. Диккенсон и Смит приняли решение остаться с группой на постоянной основе. При этом ни Яник Герс, ни Дэйв Мюррей не покинули ее состава. В Iron Maiden оказалось сразу 3 гитариста и 6 постоянных музыкантов в общей сложности. И это заметно сказалось на стиле их следующих 3 альбомов. На них группа продемонстрировала элементы прогрессивного металла, записывала песни большой длины до 12 минут с многоминутными соло, зачастую исполняемыми всеми 3 гитаристами по очереди. А 15-й полноформатник вообще стал сенсационным релизом года, заняв первые позиции в чартах 28 стран по всему миру. В 2015-м выходит новый альбом. Его хотели выпустить 18 июня, но у Брюса Диккенсона обнаружили раковую опухоль, и релиз отодвинули до 4 сентября. 92-минутный альбом стал самым длинным альбомом в истории группы. Музыканты рассказывали, что все песни чувствовались как часть целого, и было немыслимо что-то исключать. Так альбом стал первым двойным диском в истории группы. Выйдя в свет, он имел огромный успех. Он занял первые места в престижных чартах 24 государств, а журналы Metal Hammer и Classic Rock, например, признали его лучшим альбомом года. Брюс Диккенсон поправился, и группа открыла мировой тур в поддержку нового альбома. Басист и основатель группы Стив Харрис признался, что если бы Диккенсон не поправился, он бы группу распустил, и это был бы конец Iron Maiden.
Ну а мировой тур оказался не совсем обычным. Так, 12 марта фирменный Боинг, на котором передвигалась группа, был серьезно поврежден в результате столкновения с грузовым погрузчиком в аэропорту Чили. К счастью, на борт еще не были загружены 20 тонн сценического оборудования. Музыканты тоже не пострадали, но 2 оператора погрузчика были травмированы и доставлены в больницу. Авария – это печальный поворот событий, но были и приятные сюрпризы. Группа впервые выступила в Китае. Концертная программа не была изменена, но под давлением Министерства культуры пришлось внести некоторые коррективы. Полностью отказаться от любой пиротехники, поменять слова в некоторых песнях, нельзя было размахивать британским флагом, вокалисту строго запретили использовать любую ненормативную лексику при общении с поклонниками между песнями. Ограничения ограничениями, но шоу состоялось, и китайские поклонники группы наконец-то увидели своих кумиров. На сегодняшний день последний альбом вызвал серьезные разногласия в рядах фанатов. Многие ругали его за излишнюю затянутость, за вокал Диккенсона, за рифы ради рифов и за построение композиций, но в то же время многие считали его чуть ли не лучшим за всю дискографию. Мне альбом в целом понравился. И понравился за свою атмосферность, проходящую сквозь весь диск и скрепляющую все песни воедино. Как говорится, у хорошего альбома должно быть свое уникальное лицо, и у него оно явно имеется. Некоторые считают, что Iron Maiden – артефакт из 80-х, ныне паразитирующий на ностальгии старых фанатов. На самом деле, после возвращения в группу Брюса Диккенсона и Эдриана Смита наступил бум их глобальной популярности, превосходящий их же пик в 80-х. Последние туры принесли группе больше денег, чем легендарные туры 80-х. Да и аудитория у них была куда шире, а их последние альбомы каждый раз бьют рекорды в чартах и собирают восторженные рецензии. Две волны в истории группы привели к любопытной сегментации фанатской базы. Первый золотой период Iron Maiden приходится на 80-е. На них выросло поколение поклонников, которым сейчас в среднем за 50. Однако после реуниона группа записывает и исполняет значительно более прогрессивный металл, заинтересовавший совершенно новое поколение фанатов. Многим едва за 30. В итоге у группы сложилось два разных поколения слушателей, между которыми непросто балансировать.